Значит, я Дели Мария Васильевна, но не столица Индии. Слово Дели – это столица Индии. Значит, занимаюсь я этим ремеслом с 2008 года. Он там запись делает, да? 2008 года. Значит, пришла эта идея мне как? Я когда-то работала в госсеминспекции, там были семена, и очень красивые, много всяких семян. Ну, когда уже начала в сельском хозяйстве здесь работать, я увидела одну очень красивую картинку, и там как клумба из цветов, из разных цветов. Но я что-то сразу, у меня появилась такая идея делать все это семенами. Я попробовала, получилось. И уже начала более сложные картины. Первая картина такая легкая, небольшая, а потом уже начала. А ваши работы к какому виду искусства относятся? Или это... Оно идет как народное ремесло. Ага. Как долго вот уходит времени, чтобы сделать вот такую, например, которая над вами картина? Смотря какая картина и какой сложности. Есть на картины полгода могу тратить, есть 3 месяца. Смотря какая картина, все зависит. Потому что я еще и работаю. И приходится мне, вот я до 5 работаю, с 6 часов, допустим, я уже сажусь, с 6 до 2, не больше уже позволяю себе. Бывало и до 4 сидела, вот увлекалась, что и до 4 сидела. И даже спать не хотелось, думаю, посмотрела на часы, думаю, на работу уже завтра надо идти, поэтому надо хоть чуть-чуть поспать. Вот здесь довольно-таки много работ. Сколько времени вы уже вот занимаетесь этим? 5 лет. 5 лет. И не знаете, не считали, сколько у вас картин, в общем, Как, ваших работ? У меня есть архив, который считает. И сколько? 69 картин. Это ваших работ, которые вы сделали, которые проданы, которые остались здесь, да? А в каких вы выставках, может, участвовали? Или... Участвовала, вот там вот у меня все записано. И в Кишиневе на конгресс женщин был, и здесь в Камрате на 2 или 6 марта была выставка картинной галереи. И в Кишиневе была в природоэтнографии тоже моя выставка. Ну, конечно, многие просят, многие уже узнали, просят, но не так легко с картинами этими, они тяжелые, там же все же семена, и перевозить это надо иметь транспорт, это надо помощника иметь, чтобы их вот как здесь развешивать, все. Одному человеку тяжело. Вот сейчас были недавно, на той неделе, да, были турки, очень тоже понравились картины мои, даже закупили. Потом были с Болгарии. Нет, не с Болгарии, а с Белоруссии. Они были у меня на работе. Тоже приглашают туда. Но мои картины уже есть во многих странах. И в Италии, и в Испании, и на Украине, и в Белоруссии, в Китае. Посол китайский купил 2 картины. Ну, в Турции, само собой, есть. В Турции очень большие картины пошли. Одна картина, вот я помню, что они заказывали, 1,60 м. Ваша вот любимая тема, на которую вот вы очень любите рисовать, вот делать такие работы? Коней. Он вот хоть и левша был, но он левой рукой раз-раз и все, коняку нарисует ходом. Ну и, видать, передалось вот это вот. Есть ли у ваших работ связана тема с идеей или с Гагаузией, или с национальной что-то? Были картины, но уже их раскупили, поэтому здесь на данный момент, по-моему, ничего нет. Ну вот я как раз на работе. А вы могли бы сказать о тех картинах, как бы, что на них было, или идея какая была? Что на них было? Вот, например, там 2 женщины сидят друг напротив друга, круглый стол, там самовар, они пьют чай. Ну и в таких вот национальных они костюмах одеты. Как воспринимают люди ваши работы и легко ли в Молдове вот, развивать вот это вот искусство?
Да нет, пока что я как бы одна. Ага. И вот там есть тетрадь отзывов, это мне очень приятно. И вот Валя Можете здесь взять и почитать. Серафимов, мне Добавить тоже репортаж. очень приятно. Гостей у них здесь очень много посетителей, очень много. Кстати, вчера Константинов мне позвонил, полчаса говорил. Говорит, видел тебя по телевизору, это не то, но вот то, что... Как воспринимают здесь ее работы, все в шоке. Во-первых, эти зерна, эти семена мы видим каждый день. Мы с ним встречаем, мы их едим, но для нас это все знакомо. Если, скажем, для простого сельского жителя те же краски, масло, акрил, там еще какие-то, они, может, даже многие не знают. Так эти семена, они все знают. Но что вот можно из обычных семян сделать вот такую красоту, кто не приходит, все поражены. Кроме того, что красиво, это сколько надо труда вложить в это дело, терпения и, наверное, любить сильно это дело, чтобы можно было, чтобы иметь в наличии все и терпение, и любовь, естественно, и способности должны быть. Но мы все это считаем, что, наверное, это все-таки дар свыше. У вас есть вот, может быть, такая картина, которую вы вот ни за что не продадите, или из этих картин, которые Есть. у вас? И Есть. почему? Вот она, моя дочка. Нет, вот это моя дочка. Ага. И Это моя дочка. как ваша дочь зовут? Тоже Маша. Не задумывались бы о том, чтобы открывать какой-то кружок вот такой самодеятельности, чтобы детей или других людей вот учить этому ремеслу? Мне уже предлагали. И в Кишиневе открыть, и здесь в Камрате открыть. Но я пока работаю и перед пенсией, так сказать. Она Сейчас пока не еще то. сама молодая, у нее Обдумала. сил хватает. Вот когда уже совсем сама не сможет творить, тогда начнет уже учить детей. Я думаю так. Да, детей надо учить, надо передавать, чтобы... Ну, конечно. И о чем? Вот она работала на поле, порвала эти подсолнухи, поставила себе и довольная, и вот идет домой. Она загорелая, вот а видите, она там загорелая, все. Какие вы эмоции ощущали, вот когда вот делали это, или вот, может, выражены какие-то эмоции, когда делали эту картину? Ну, вы знаете, я всегда работаю с волнительными, приятными такими эмоциями и всегда переживаю, получится ли или нет. Потому что вот здесь все цветное, но у меня очень много работ черно-белые. Я уже сама цвета делаю, придумываю. Вот, например, я им показывала. Вот это вот. Это вот Иисус спас ягненка нашел. И это черно-белое было все. И это уже мои цвета. Ну, я не была здесь, но Василиса Сергеевна сказала. Художники свои отзывы тоже говорят, именно члены Союза художников Гагаузии, что у Марии Васильевны прекрасное чувство цвета. Да. Да, и мне приятно, что они оценивают мои работы. Да. Именно художники. На самом деле, Людям, замечательно. простым людям нравится, всем нравится. И говорят, красиво, красиво. Но когда художник оценивает, это уже вдвойне приятно. Или как. Но я вам скажу еще, что даже если я картину где-то увидела и начинаю делать, я ее обязательно меняю. Я не делаю ее точно так, как она есть. Любую картину. Я меняю, я чем-то дополняю, что-то убираю, что-то. Я не буду в таком же темпе работать. Да. Я уже немножко остановлюсь и буду продвигать, продлевать. И не буду торопиться так делать, потому что когда человек не спит, не отдыхает, мозг в любом случае должен отдыхать. Все должно быть вовремя, так сказать. Я даю сильную нагрузку, это нехорошо. Я понимаю сама, что это нехорошо, что влияет на здоровье. Так что... Конечно, надо отдыхать. Ну, я рада, что людям вот понравилось, очень многие ходят, пусть смотрят, а потом буду по одному делать, дальше показывать. А были ли какие-то, может, заказы, чтобы что-то сделать на заказ, какую-то Были. картину? Были. Как вы рассматривали их, соглашались или... Соглашалась, но я как? Я прошу, принесите мне картинку,
фотографию или что. И я посмотрю, я сразу говорю, буду делать, могу или нет, я сразу вижу, доступна она мне или нет. Я сделала очень красивую белочку под заказ. И, значит, тоже у самовара чай пьют, 4 картины, один за другим у меня заказывали, тоже ходовые. Ну и, конечно, вот кони у меня ушли очень хорошо. Вот последняя здесь была очень красивая. Где-то у меня здесь в мобильнике даже есть, я себе, ну, у меня есть альбом в моих, и там все мои картины. Там очень много интересных картин, очень. Можете потом зайти, посмотреть. Семена у меня 113 видов семян. Это Используете в делании этих картин? уже использую больше, там уже 200 с чем-то, потому что мне принесли, подарили семена цветов. Очень интересные, красивые семена. Я 2 дня только этими семенами разбиралась, и вот люди услышали и сами принесли, подарили мне. Из Турции мне выслали семена, тоже очень красивые. Из 200 types of is how it will be in English? Seeds, yes. Вот с Турции они мне прислали вот чечевица. Вот здесь морковного цвета. Чечевица. The lights go on, the lights go